Декоративная штукатурка из обычной шпаклевки – это лучший вариант украсить стены с минимальными затратами. В этом видео вы узнаете все секреты создания этого декора из простых материалов и сможете легко его повторить у себя дома. Первым делом расклеиваю сантиметровый малярный скотч по уровню. Перед началом работы стену нужно загрунтовать укрепляющей грунтовкой или грунтовкой глубокого проникновения. Расклеила малярный скотч вот таким образом и теперь размещаю поверх него трафарет. Чтобы он хорошо держался на стене и не отрывался во время заполнения шпаклевкой, нужно его хорошо зафиксировать. Для этого я использую малярную ленту шириной 5 см. Разместила трафарет строго по центру и отпечатывать буду только вот эти две части. Шпаклевка у меня уже подготовлена, наносить ее буду при помощи обычного шпателя. Аккуратно заполняю первую четверть трафарета, ориентируясь на разметку, сделанную сантиметровой малярной лентой. Пластик прозрачный, и сквозь него хорошо видно, какой участок нужно заполнить материалом. В работе я использую обычную гипсовую шпаклевку, которая продается в сухом виде в мешках, но вы можете использовать готовую к применению акриловую шпаклевку, которая продается в ведрах. С ней будет работать еще проще и быстрее. Заполнила одну четверть и перехожу к противоположной. Вообще в магазинах продается очень много интересных вариантов трафарета. Можно приобрести составной в виде 1/4 круга. Для такой работы он отлично подойдет и будет дешевле. Вторую четверть трафарета я заполнила не полностью, а оставив небольшие пропуски, чтобы рисунок в итоге смотрелся состарившимся. Теперь снимаю его и доделываю оставшиеся элементы. Разместила первый трафарет вот таким образом. Теперь в оставшиеся четверти добавляю другой, только уже не круглый, а квадратный. Аккуратненько креплю его, ориентируясь на малярную ленту. Предыдущие элементы уже высохли, и задеть их не страшно, смаза не будет. Полностью я этот трафарет не заполняю, а примерно вот так по радиусу. Вообще работа с трафаретом очень интересная и творческая. Вы можете не покупать готовые варианты, а сделать их самостоятельно из толстой ПВХ пленки, выбрав любой узор. Я как-то показывала в одном из своих видео, как это сделать. Распечатываете на бумаге несколько понравившихся узоров на одном или нескольких листах А4, накрываете пленкой и контурным ножом вырезаете рисунок. Главное, чтобы пленка была прозрачная и через нее был виден распечатанный узор. Если же покупаете трафареты на маркетплейсах, то обращайте внимание на реальные размеры, указанные в описании товара. Продавцы любят выкладывать фото трафаретов на стене, которые не соответствуют реальности. Сам трафарет, к примеру, 45 на 45 см, а на отредактированном фото в интерьере узор как будто на пол стены. После того, как сделали все трафареты, снимаем малярный скотч. На черном фоне очень хорошо видны получившиеся границы четвертей круга. Вам, конечно, не нужно перед созданием узора красить стену в черный, но если стены уже покрашены водоэмульсионной краской и она не мелит, то можете создавать фактуру, не снимая краску. Просто протираете ее влажной тряпочкой от пыли, и можно приступать к работе. Трафарет полностью высох, и можно переходить к созданию фактуры карты мира. Делать я ее буду из той же гипсовой шпаклевки, поэтому набираю небольшое количество на кельму и слегка ее приподнимаю, делая небольшие холмики. Готово. Теперь переношу материал на поверхность. При первых прикосновениях получаются самые большие отпечатки, и эту шпаклевку нужно будет дополнительно перераспределить. Сперва хаотично раскидываем материал, а потом забираем, где его слишком много, и переносим туда, где недостаточно. Заполнила небольшой участок, далее очищаю кельму и только после этого набираем на нее новую порцию шпаклевки. Вообще вариантов создания декоративной штукатурки карта мира очень много. Получающаяся фактура зависит и от материала, который применяется в работе, и от инструмента, к которому наносится на поверхность. Шпаклевки намного эластичнее в сравнении со штукатурками, и рельеф получается не таким объемным по толщине и с более мягкими краями островков. Материала достаточно, теперь можно приступать к приглаживанию. Перед этим нужно очистить кельму от остатков шпаклевки, чтобы она не мешала формированию островков. Отлично! Теперь беру распылитель, немного смачиваю шпаклевку и можно ее разглаживать. Главное на этом этапе двигаться кельмой в разных направлениях, чтобы островки получались как можно более хаотичными. Если работаете вдвоем, то лучше, чтобы один человек делал отпечатки, а второй приглаживал их и формировал рельеф.
Нельзя одновременно заполнять вдвоем разные стены в одном помещении или разные участки одной стены. У каждого человека фактура будет немного отличаться, и это будет заметно. А так, конечно, ничего сложного тут нет. Стараться сразу получить идеально гладкие вершины не нужно. Лучше сделать повторное приглаживание спустя 5-10 минут или зашлифовать фактуру после ее полного высыхания. Пригладила первый участок, и можно продолжать нанесение. Меня часто в комментариях спрашивают про расход материала на квадратный метр. Тут, конечно, все зависит от того, как много и насколько большие отпечатки вы делаете. Но в среднем расход будет примерно от 700 грамм до 1 килограмма сухой смеси на квадрат. Если применяете гипсовую штукатурку, то расход будет побольше, примерно от 1 килограмма на 1 квадратный метр. Получается, что 20-килограммового мешка гипсовой шпаклевки хватит квадратов на 25-30, и цена за квадрат фактуры выйдет в районе 20-25 рублей. Это супер бюджетный вариант. Плюс качественная подготовка стен здесь не требуется. Такая фактура скроет все мелкие дефекты основания и замаскирует их. Раскидала первый слой материала, далее очищаю кельму и добавляю второй. При работе на объеме за раз не смешивайте слишком много шпаклевки. Пол-ведра вполне будет достаточно, чтобы не торопясь израсходовать материал до того, как он станет твердеть. Это не только влияет на удобство работы, но и на сам результат. Если вы начали заполнять стену шпаклевкой с более жидкой консистенцией, а закончили, когда она уже стала густой, то и после приглаживания фактура получится разной. Материала достаточно, теперь очищаем кельму, берем распылитель с водой и приглаживаем. В этом видео я делаю нестандартную фактуру карты мира, не с однородными по размеру островками, а с более хаотичными. Вы можете посмотреть различные видео на моем канале и выбрать вариант фактуры, который вам нравится. Обращайте внимание на то, есть ли в технике нанесения первый слой в виде шубки и какие отпечатки материала делаются. Так вы поймете, в чем вообще разница подобных фактур и сможете повторить именно ту, которая вам нравится. Закончили с нанесением и теперь оставляем шпаклевку до полного высыхания. Шпаклевка полностью высохла и можно приступать к ее шлифовке. Делать это буду 240-м абразивом. Чтобы лучше контролировать весь процесс шлифования, необходимо использовать боковое освещение, так как на первый взгляд кажется, что поверхность достаточно ровная, но стоит только включить боковой свет, как мы видим все ее дефекты. После шлифовки обязательно грунтуем поверхность. Я использую грунт глубокого проникновения. Грунтуем поверхность, двигаясь валиком снизу вверх, чтобы она не брызгалась в разные стороны. При первых прокатах валика, пока на нем много материала, излишки грунтовки образуют потеки. Очень важно их вовремя убрать, иначе они высохнут и будут оставаться заметными после нанесения краски. Поэтому, как только на валике остается меньше грунтовки, обязательно возвращаемся на предыдущие участки и убираем их. А так, конечно, ничего сложного тут нет, главное внимательность. Нанесли грунт и теперь ждем его полного высыхания. Далее приступаем к покраске. Я использую глубоко матовую вододисперсионную краску и наносить ее буду валиком с длинным ворсом. Для этого этапа я купила самую простую, недорогую интерьерную краску, без стойкости к мытью и стиранию. Она здесь служит просто для придания цвета фактуре, поэтому стойкость к эксплуатационным нагрузкам ей не требуется. Для защиты будет применяться самодельный воск, в составе которого содержится лак. Именно он создаст защитную пленку, стойкую к загрязнениям и влажной уборке. Если же вы хотите просто покрасить получившуюся фактуру карты мира и оставить декор в таком виде, то применяйте моющуюся акриловую краску со стойкостью к стиранию не ниже 2 класса. На первых участках краска начинает подсыхать и видно, насколько серый цвет становится светлее. Чтобы не растягивать видео, второй слой я нанесу за кадром. После высыхания краски необходимо подчеркнуть выступающий рельеф. Делать я это буду при помощи губки. Набираю на нее краску очень тонким слоем. Вот так. Первое движение губкой делаем максимально аккуратно, чтобы слишком большое количество краски не попало в углубление. На этом этапе я использую не глубоко матовую краску, а полуматовую. Она менее пористая и хуже впитывает влагу, поэтому в дальнейшем с нее будет хорошо сниматься излишки самодельного воска, не успевая впитываться и подсыхать.
В этой работе важна аккуратность, поэтому не старайтесь за первый слой укрыть сразу весь рельеф светлым цветом. Лучше сделать несколько подходов. Также на этом этапе вы можете использовать акриловые эмали с эффектом металла, нанося их точно таким же образом. Серыми цветами будет хорошо смотреться светлое серебро или перламутр. Закончила окрашивать вершины и оставляем краску до полного высыхания. Тем временем приготовим самодельный воск. Для этого потребуется 3 ингредиента. Первый из них – акриловый лак. Подойдет любой паркетный либо мебельный, главное, чтобы он был не на растворителе. Второй ингредиент – это клей для обоев. Подойдет как для флизелиновых, так и для бумажных обоев. Главное, чтобы в нем не было цветного индикатора. Ну и третий ингредиент продается в любом строительном магазине. Это универсальная колер-паста. Сперва добавляю в лак цвет охра, он нам даст теплоту, а после черный. Он затемнит самодельный воск, что хорошо подчеркнет углубление фактуры. Его нужно немного побольше. Теперь хорошенько перемешиваем пигменты и можно добавлять этот колерованный лак в обойный клей. Пропорция 1 к 2. 1 часть лака и 2 части клея. Расход готовой смеси 120-130 мл на квадратный метр. Хорошо перемешала все компоненты и переливаю в ванночку. Наносить его буду при помощи валика с длинным ворсом и убирать излишки скребком для мытья окон. Набираю самодельный воск на валик и можно приступать к нанесению. Распределяю материал по всей поверхности декора равномерным слоем. Наношу его как на вершины, так и в углубление рельефа. Главное, чтобы не оставалось участков, где воска совсем нет, или он нанесен слишком толстым слоем. Нанесла воск на небольшой участок и теперь скребком убираю излишки материала с вершин фактуры. Верхние участки фактуры становятся светлее, а углубления затемняются. Тем самым мы усиливаем визуальный объем декора. Хотя фактура у нас толщиной всего 1-2 мм, рельеф смотрится выразительно и узор хорошо читается. Декор кажется супер рельефным, но тактильно он остается достаточно гладким. Заполнила следующий участок, сделав кривой рваный край. И можно убирать излишки лессирующего воска. Скребок для мытья окон подойдет самый простой. Лучше покупать вариант с резинкой средней жесткости. Слишком грубая резина, как пластик, будет чертить полосы во время сгона воска в углубление фактуры, а слишком мягкая не сможет нормально убрать его. Придется проходить по одному и тому же месту большее количество раз. Главное в работе с воском – это скорость и правильное заполнение стены. Работать нужно достаточно быстро, стараясь, чтобы край уже нанесенного участка не успевал высыхать до того, как вы начнете стыковать следующий. Иначе вместе стыка полупрозрачный воск ляжет в 2 слоя, и в этом месте будет образовываться затемнение в виде пятна. Если места стыков на стене получатся слишком заметными, то можете нанести еще слой самодельного воска, но делая новые стыки участков так, чтобы они разбивали те полосы, которые получились на первом слое. Также это можно исправить при помощи целлюлозной губки, повторив предыдущий этап. Набираете на нее краску кистью и прокрашиваете все вершины. За счет этого вы выровняете цвет и уберете эффект полос и пятен. Чтобы было проще исправить видимые стыки, если они, конечно, появятся, нужно изначально заполнять поверхность максимально хаотичными участками с рваным краем. Никакого заполнения квадратами или участками с вертикальными или горизонтальными стыками. После полного высыхания самодельного воска лак, входящий в его состав, формирует защитную пленку. В углублениях эта пленка выполняет 2 функции. Закрепляет пигменты и придает моющие свойства оставшейся там краске. Вершины же рельефа в этом не нуждаются. Они уже покрыты полуматовой краской, которая сама по себе хорошо моется и устойчива к загрязнениям. Закончили нанесение воска, даем ему полностью высохнуть и после этого посмотрим, что у нас получилось. Результат смотрится здорово и еще раз доказывает, что даже из самых простых материалов можно получить эстетически привлекательный декор стен. Декоративная штукатурка – это невероятно огромный увлекательный мир творчества. Кто-то находит в нем хобби и источник вдохновения, а кто-то, как я, интересную профессию. За годы ведения YouTube-канала я помогла очень многим людям открыть для себя этот интересный и творческий мир. Канал «Креативный слой» стал местом силы, где если у тебя есть желание создавать и развивать
развиваться, то ты получаешь не только полезные знания, но и мотивацию. Однако я вижу, что этого не всегда достаточно, так как невозможно в коротенькую видеоинструкцию по созданию конкретного декора вложить все, что нужно для формирования объемного понимания процесса, того самого профессионального видения, которое приходит только с опытом. Видео с техниками – это лишь вершина айсберга. Они дают четкие инструкции, но не раскрывают всей сути. Именно поэтому я создала онлайн-программу, основанную на своем личном опыте и аналитическо-ограничительном методе. Эти знания способны не просто показать подводную часть айсберга, а позволят вам стать частью уникального сообщества и взглянуть на мир декоративной штукатурки моими глазами. Готовы? Тогда пишите на эту почту, чтобы узнать больше и получить специальное предложение. Ну а на сегодня у меня все.